Вы когда-нибудь слышали словосочетание «красные евреи» или нечто похожее? Если да, скорее всего, в контексте разговоров о массовом участии евреев в русской революции 17 года и становлении Советской России. Но это выражение возникло гораздо раньше и не имело никакого отношения к красной левой идее. В 1523 году, через несколько лет после того, как турки-османы завоевали весь Ближний Восток, в немецком городе Аугсбурге был опубликован летучий листок. Он возвещал о том, что армия черных и красных евреев из 600 тысяч человек выдвинулась против турецкого султана Сулеймана Великолепного и потребовала уступить им Иерусалим. Они уже достигли Египта и находятся в 30 днях пути от этого святого города. На фронтисписе этой книжицы изображена горная долина на берегу реки Самбатион. Там стоит армия иудеев в доспехах, юденхутах, таких еврейских остроконечных шапках, и с таким же юденхутом на знамени. Красные евреи, о которых тут идет речь, это воображаемый народ. Антигерой мифа, который был очень распространен в германских землях с 13 по 16-17 века. Историк Эндрю Гаул, который посвятил ему большое исследование, назвал его самой зловещей формой юдофобского апокалиптизма. Это была типично германская версия широкого круга легенд, которые объединяли Антихриста, лжемессию, тирана и гонителя церкви, 10 колен Израилевых, которые в 8 веке до нашей эры сгинули в ассирийском плену, но, как было обещано, в последние времена должны возвратиться. Нечистые народы, которые по древним преданиям были некогда заключены Александром Македонским за Каспийскими горами, и Гога с Магогом, племена, которые, как рассказывалось в Откровении Иоанна Богослова, когда-то под водительством сатаны атакуют стан святых и город возлюбленный. Считалось, что пока этот многочисленный, свирепый и воинственный народ заперт на окраинах мира. Но в последние времена, с приходом Антихриста, он обрушится на христианские земли. Миф о красных евреях немало осложнял и без того опасную жизнь реальных евреев, живших в разных германских княжествах. Их нередко подозревали в том, что они находятся в сговоре с далекими соплеменниками. По их заданию распространяют мор или вовсе готовят внешнее вторжение. Красные евреи заточены где-то на краю земли. Но где именно? Об этом можно было узнать, взглянув на некоторые средневековые карты. Например, на ту, что около 1480 года напечатал в том же Аугсбурге Ганс Рюст. Далеко на востоке, между Персией, Парфией и Демом, откуда были изгнаны Адам с Евой, изображена горная гряда, а в ней фигурка-человечка в юденхуте. Подпись указывала, что там находятся Гог и Магог, заключенные за Каспийскими горами. А на юге, посреди Красного моря, был нарисован зеленый остров с подписью, гласившей, что там обитают красные евреи. Другой картограф поместил на северо-восток Евразии землю Гога, Магога и красных евреев и изобразил там каннибала за работой. Эта фигура сразу говорит о том, что от запертых народов ничего хорошего ждать не следует. Миф о красных евреях не был просто юдофобским изобретением. Он родился на стыке еврейской и христианской эскатологий, на общем фундаменте легенд о потерянных коленах, которые должны возвратиться в конце времен. Просто по разные стороны религиозной границы он приобрел противоположный знак. В католической версии красные евреи превратились почти в народ-монстр. Иудеи же, жившие в германских землях, тоже их ждали, только не со страхом, а с упованием. Еще в Талмуде говорилось, что потерянные колена оказались за полноводной и бурной рекой под названием Самбатион. Ее воды останавливаются лишь по субботам, но тогда израильтяне не могут ее перейти. Лишь в конце времен, когда наконец-то придет Мессия, река высохнет, и они возвратятся, чтобы освободить своих единоверцев. Ожидания встречи с потерянными соплеменниками с того берега Самбатиона переплетались с эсхатологическими надеждами на скорый приход Мессии, избавление от тирании христиан и отмщение угнетателям. Почему красные евреи стали именно красными? Без этого вопроса невозможно. Существует несколько версий.
Велика вероятность того, что дело было в негативной символике красного цвета, который при описании иноверцев часто ассоциировался с кровавой жестокостью, свирепостью, а также лукавством и обманом. В средневерхненемецком языке само слово «красный» приобрело и второе значение – лживый и лукавый. Возможно, тут не обошлось без негативной символики рыжих волос и бород. Рыжим, как и левшам, во многих культурах приписывали разные изъяны. На средневековом Западе рыжеволосых часто подозревали в склонности к обману и вероломству и другим порокам. Потому с медными волосами, а заодно часто и с красной кожей, стали изображать апостола-предателя Иуду Искариота. В Германии была распространена народная этимология его прозвища – «человек Искариота». Его возводили к немецкой фразе «ist gar rot», означавшей, что он совершенно красен. Помимо Искариота, рыжая шевелюра в иконографии стала опознавательным знаком и других изменников. Скажем, Ганилона, который предал и обрек на гибель Роланда, а также еретиков, иудеев, мусульман, цыган, прокаженных, коллег, самоубийц, бродяг и других отверженных. Конечно, не всех злодеев или изгоев изображали рыжими. Не всех рыжих считали изгоями или злодеями, но сама репутация рыжины подталкивала к тому, чтобы превратить ее в негативный знак. Наконец, возможно, у красноты свирепых евреев были и еврейские корни. Вспомним о вражде сыновей праотца Исаака, младшего Иакова и старшего Исава. В книге «Бытия» было сказано, что последний вышел из утробы матери красный весь, как кожа, косматый. Уже взрослым он со словами «дай мне поесть красного этого», то есть чечевичную похлебку, продал свое первородство. Цитата: «От всего дано ему прозвание Эдом», то есть красный. Евреи отождествляли с Эдомом своих врагов римлян, а позже христиане, объявив себя новым Израилем, приравняли к Эдому самих евреев. Сохранилось не так много средневековых изображений красных евреев. Но на тех, что есть, они часто, в буквальном смысле этого слова, предстают с красной или красноватой кожей. Например, их можно увидеть в немецком гербовнике, созданном в Страсбурге в первой половине XV века. На одной из миниатюр там нарисована серая гора с вратами. Вокруг нее стоят 8 краснолицых, зловеще скалящихся, зубастых, желтоволосых иудеев в желтых же единхутах. Опасения перед красными евреями, как и другими апокалиптическими народами, особо обострились во второй половине XV – первой половине XVI веков. Их питал страх перед турецкой экспансией. В 1453 году османы взяли Константинополь, в 1517 завоевали Сирию, Палестину и Египет, а в 1529 осадили Вену. Их наступление долго казалось неостановимым и многими интерпретировалось как верный знак прихода последних времен. В этом мрачном сценарии роль красных евреев бывала разной. Один из отцов немецкой реформации, Мартин Лютер, писал о том, что турки – это Гог и Магог. Они происходят от татар, а те – от красных евреев. Но сейчас такого народа больше не существует. Другие авторы, напротив, ожидали скорого нашествия красных евреев, а третьи уповали на то, что те могут ударить по Османской империи, чтобы освободить Иерусалим, и тем самым способны помочь христианскому Западу. В европейских обществах нового времени эсхатологические страхи постепенно отошли на второй план. А контакты с Запада с Востоком так и не принесли сведений ни о каких запертых евреях. Миф о них постепенно стал подвергаться сомнению и высмеиваться. Но среди евреев-ашкеназов, уже в позитивном изводе, он продолжал жить. Его отголоски можно услышать в повести Менделя Мойхерсфорима «Путешествие Вениамина III», опубликованной в 1878 году. Там он иронично описал мессианские упования соплеменников. Цитата: «В ту пору вся, как есть тунеядовка, душою была в стране Израиля. Горячо говорили о Мессии и со дня на день ожидали его пришествия. Назначенный новый полицейский пристав особенно сурово правил местечком.
У нескольких евреев сорвал с головы ермолки, кое-кого сцапал поздно ночью в переулочке без паспорта, забрал чью-то козу, которая сожрала новую соломенную крышу. Снова пошли разговоры о 10 коленах Израилевых, о том, как счастливо они живут в далеких краях в богатстве и чести. Пошли толки и россказни о красноликих израильтянах, потомках Моисеевых, об их могуществе и разных подобных вещах. Вернемся к началу, к вопросу о том, кто такие красные евреи. Это, конечно же, книжный конструкт, фрагмент большого сценария последних времен. Христианам этот миф говорил о том, что евреи, живущие бок о бок с ними, это не просто потенциально опасные, но слабые чужаки, а союзники могущественной внешней силы. Для иудеев рассказы о далеких воинственных соплеменниках служили компенсаторным мифом, обещавшим будущее освобождение и отмщение за притеснение в настоящем. Если вымышленный народ может сильно влиять на отношения народов реальных, это точно тот случай. С вами был Михаил Майзульс, программа «Бог в деталях». Следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».